Привет! Я наконец-то решился, сел перед камерой, я смог, ведь все компоненты у меня для этого есть, но мой ОКР не дает мне дышать и не дает решиться на такие вещи. Ну вот, наконец-то я просто окунулся в омут с головой и постараюсь не вглядываться в поры и просто вещать для вас, потому что нужно быть ближе. Я понял, что бессмысленно мне тут прятаться и хоронить себя. Та-дам! Нужно двигаться дальше. Вот. Мы выпустили песню, называется она «Зачем?». И это был огромный цикл продакшена. Мы выросли над собой, мы выросли в коллективе, наше пространство изменилось. И песня с таким нервом и с таким смыслом, что про тот момент, когда уже надоело, когда уже хочется кричать. Но зачем надрываться, когда можно просто найти в себе вот эти силы, убедить себя и ответить самому себе, зачем? Мне понравилась фраза «Чему ты можешь меня научить? Быть несчастным?» Вот это как раз про это, потому что сейчас такое время, что все строят из себя гуру, но почему-то никто не замечает, как люди эти живут. Ну или просто не знают. И как они свою жизнь заканчивают. Так что не нужно никого учить. Мы все идем по жизни вслепую. И думать, что именно твое мнение самое правильное, а потом понимать, что это не так. Ну, тот еще кринж, конечно. Поэтому самое главное перед собой быть честным и следовать тем направлениям, которые важны конкретно для тебя. И не предавать себя просто. Быть перед собой, ну, как бы чистым, да? Потому что нести с собой груз этого стыда, страха и всего остального, конечно же, мы его несем, кого я обманываю, да? Но все-таки слушать советы, с днем непрошенных советов, хорошая, конечно, тема, да. Совсем уж быть в себе уверенным максимально та еще история. Но, по крайней мере, иметь свой ориентир, свой барометр и следовать ему. Для нас с Федей это трек достижения, потому что наконец-то мы достигли того звука, о котором мечтали. Он не идеальный, он не какой-то потрясающий воображение и тело, и ум, и все остальное. Он качественный, то есть там ничего не пердит, не скрипит, не дребезжит, не свистит. На всех устройствах слушается это хорошо, поэтому что еще нужно? Вся наша идея, все то, что мы сюда хотели заложить, оно передано так, как мы этого хотели, потому что наконец-то в этом треке мы все сводили сами. И это важная тема, потому что мы все время надеялись, что найдется тот самый человек, который поймет наш стиль, будет вкладываться так же, как и мы услышим вот это эфемерное, крутое звучание своей головы. Но жизнь нас приземлила. Мы поняли, что если мы сами этому не научимся, то жить постоянно, ощущая себя жертвой и искать виноватых, такое. Поэтому мы научились, мы смогли. Я очень горжусь Федей, он прошел большой путь. И я тоже. Потому что у нас эстетика специфичная, экзотичная, многослойный вокал, и в аранжировке тоже много слоев инструментов. И подружить это все между собой, сделать из этого вунш-пунш, та еще история. Это путь, это интересно. И на этом пути можно хорошенько разосраться, если честно. Поэтому мы искали точки пересечения так, чтобы у нас было безопасное пространство, чтобы мы слышали друг друга. И это постоянный процесс. Мы тут все собрались очень непростые, и это интересно. Главное, конечно же, ценить друг друга и понимать, ради чего это вообще. Раньше у нас были такие, прежде всего у меня, ориентиры, что вот, я хочу быть артистом, я хочу концерт, я хочу стадион. Но я понял, что совершенно не те аппетиты, совершенно не те возможности, и мы инди-проект.
Мы уютное такое пространство, мы стремимся сделать все качественно. Наше ОКР не позволяет сделать иначе. Мы слушаем, переслушиваем, изменяем, все стираем, заново начинаем. И в этом есть своя фишка. То есть мы такие вот гики, мы интроверты, и я горжусь нашим звуком. То есть это та музыка, которую я хочу слышать, которую я хочу выражать. В этом весь я. И в этом весь он, Федя. Поэтому мы приняли свой стиль, мы полюбили нашу эстетику и стараемся ее постоянно освежать, оживлять, добавлять какие-то вкрапления. Потому что свой стиль мы четко ощущаем, вот эту сердцевину, каким должен быть звук, какое должно быть исполнение, какие должны быть аранжировки, какие здесь текстуры. Но в итоге хотим, конечно же, как-то разбавить и сделать это с нервом, с электричеством. Поэтому этот трек, он резвый, резкий, смелый, энергичный, и мы им гордимся. Вот. Надеемся, что он станет частью вашей жизни. Да, он несколько нетипичный. Здесь лунатик и вот это ощущение сна ощущается немножко по-другому. Но застревать в стиле, писать только баллады и только плакать, такая тема. Такое. А хочется, чтобы оно стимулировало, чтобы оно было внятное, чтобы оно было сочное. Поэтому вот на этом пути наконец-то появилась такая песня. Мы идем дальше. И наш проект разветвился на две части. Есть треки, которые делает Федя, есть треки, которые делает Леша. Лена, если нужно сюда вплести живую текстуру гитары, то она включается. Ну, а я старался исполнить так, чтобы оно было резво, чтобы оно было энергично, но не хотелось терять себя, не хотелось уходить в совершенно другой стиль, поэтому это все то же крунерство, тот же субтон, тот же фальцет, все то, к чему я привык, та эклектика, которую я собирал годами, ведь музыка, которую я слушаю, весьма специфичная, и в ней нет какого-то пафоса. То есть классическая музыка для какого-нибудь фэнси-отеля. Круто, и этому есть место. А я хочу писать такую музыку, которая утилитарная, которая для жизни, которая, да, с налетом какого-то фэнтези, какого-то чего-то вот такого сонного, но она стимулирует, она вдохновляет, она дает вот эту какую-то мотивацию и вкус к жизни. Вот это я хочу. Потому что сам я, когда работаю над этим всем, работать над балладой на протяжении месяцев, каждый день настраивать себя на ту самую эмоцию, которая в этой песне, я начинаю сходить с ума. Поэтому оно должно быть что-то между супер разъебом и нежностью, и грувистостью. Короче, вот. Песня «Зачем» несет в себе настроение, ощущение праздника, разъебистость, наэлектризованность, ритмичность. Вот эту энергию, которую я всегда хотел выразить, чтобы это было плотно, чтобы это было ярко. В песне «Туда» мы уже попробовали такое сделать, а здесь просто сделали это максимально как могли. Поэтому песню мы любим, мы ей гордимся, она для нас большой майлстоун, и надеемся, что вам тоже она зайдет. Также хочу сказать, что у меня есть телеграм-канал, общедоступный. Я его очень люблю. Мне очень нравится там постить и голосовухи, и фотографии, и кружочки, и посты. А самое главное, кучу эмодзи. Все они анимированные, все они смешные. Это меня оживляет. Это мое детство, это моя жизнь. Мне хочется видеть эти мордашки, они мне дают улыбку. Также есть закрытый канал, называется «Ближе к Луне», и там уже демки. И вот эта тема. Привет. То, что я всегда хотел публиковать и как-то зажимался. Формат коротких роликов тогда еще не был алды здесь. Формат коротких роликов еще не был популярен, и я публиковал отрывки демок. Но в этой группе есть несколько демок полноценных песен, которые нужно делать. И
Ребята не против, чтобы я их опубликовал, и вот они там теперь живут. Также там есть клип на песню «Меланхолия», которая нигде больше никогда не выйдет. Вы уже наверняка видели бэкстейдж этой съемки, а там хранится клип, поэтому его можно посмотреть только там. При переходе на телеграм-канал, там в закрепе есть «Ближе к Луне». Возможность войти в закрытую группу, платно или бесплатно. Платно, если хотите поддержать наше творчество, бесплатно, если просто вам интересно. Потому что это пространство уютное, но оно уже для тех, кто хочет быть, совсем ближе. Поэтому вот такая история. Спасибо за внимание. Для меня это новый опыт. Я уже пытался за годы пути снимать такие ролики, но был очень зажат, старался из себя корчить какого-то принца, выучивал текст, пытался его передавать каким-то литературным языком, а сейчас не боюсь даже какое-нибудь разъебистое словесо употребить, потому что, это инди-проект, это я, это мы, и нужно быть собой, нужно быть ближе, и незачем казаться, когда можно быть. Поэтому слушайте нашу новую песню, поддержите нас. Хорошего вам настроения и спасибо, что вы с нами. Вот конкретно ты сейчас досмотрел до этого момента. Спасибо.